Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Я с вами здороваюсь с работы. Сегодня понедельник, за окном идет дождь, пасмурно, а на подоконнике у меня здесь цветут фиалки. И вот здесь тоже цветочек начинает распускаться. Радует меня. Ну что, мы про вязание, а про вязание я вам покажу, когда приеду домой вечером. Хотела в понедельник вечером сразу же снять процессы, над которыми я буду работать, но, увы, очень темно. Пока приехала с работы, покушала, уроки, и уже совсем темно, спать пора. Поэтому я вам показываю при свете дня свои продвижения. Первые 3 дня я работала над одним только проектом, жаккардовым проектом в бело-красных тонах. Для меня это самое идеальное сочетание. Я очень люблю сочетание белого и красного. Мне очень нравится как в летних, так и в зимних вариантах. Это пряжа Baby Merino и красное и белое, только разных производителей. Эта пряжа мне подарена моей подружкой Олечкой еще в прошлом году. У этой пряжи есть легкий меланжевый эффект. Она очень хорошо раскрывается после ВТО. Вообще, у меня изначально была задумка связать себе теплый пиджак. Но как-то вот не дошли руки. Я начинала вязать, но мне не понравилось то, что получалось, и поэтому я отложила. А вот в этом году я решила, что мне обязательно нужен бело-красный джемпер в жаккарде. И купила пряжу Baby Merino белого цвета. Это другой производитель, она тоньше. И я сделала эти нити по толщине идентичными. Но вот эта пряжа в очень сильной пропитке. Ее вообще, когда берешь, мне кажется, вообще впервые чувствую такую сильную пропитку в пряже. Но я уже стирала, у меня есть образец небольшой. То есть, как бы я знаю, что она раскроется, распушится. Но вообще, по ощущениям, вот сейчас держишь как будто какой-то хлопок, а не меринос, не Baby Merino. В понедельник, когда я пришла с работы, я вам показывала в прошлом влоге, что я чуть-чуть начала вязать. И я вязала жаккард с протяжками. И хотела так и вязать. Но мне так не нравились провисания с изнаночной стороны пряжи. И мне было очень неудобно вязать. Поэтому я до резинки опять же распустила и стала вязать жаккард без протяжек. Так мне нравится гораздо больше. И вот что у меня сейчас на данный момент есть. Хорошо я продвинулась. Очень даже хорошо. У меня белая резиночка с разрезами. У меня здесь уплотненный край. Но это все уберется потом. То есть будут у меня разрезики по бокам. И такой вот жаккард. Сейчас, конечно, пока пряжа просвечивает, потому что белая пряжа, она... Ну, в общем, после ВТО все равно все преобразится и будет выглядеть иначе. Что значит жаккард без протяжек? А это значит, что по изнаночной стороне у меня вообще все нити, так скажем, сцеплены друг с другом. Что изнанка, что лицевая сторона. Уплотнений нет в этом случае. Меня уже как-то спрашивали, я предупреждаю этот вопрос. Сразу же отвечаю, что никакого уплотнения нет. Как выглядит, мне нравится. Вот как-то я стараюсь в последнее время больше вязать жаккард без протяжек. Но что я еще заметила, что пряжа дает косино. Я в образце, конечно же, этого не увидела. Я думаю, что это белая пряжа. Не знаю, мне почему-то кажется, что белая пряжа. Раз уж здесь такая пропитка. Но я думаю, что после ВТО все это уйдет. Ничего этого не будет. Ну, косина легкая, она присутствует сейчас на данный момент. Жаккард я нарисовала сама, вдохновившись просто картинкой. Но это все я вам потом уже впоследствии, когда будет изделие готово, все более подробно расскажу.
Мне очень нравится то, что сейчас, ну, как выглядит. Это будет полностью изделие, связанное с жаккардом. Вот я сейчас дошла до того места, скорее всего, что я уже буду разделять на спинку и вперед. И, конечно, здесь у меня уже пойдет вязание жаккарда в обратно-поворотном направлении. Это не всегда легко, хотя раньше я вязала жаккард только так. Конечно, вязать жаккард по кругу гораздо удобнее. У меня сделана имитация боковых швов здесь. Вот она. По обеим сторонам. Что-то мне так захотелось такой эффект сделать. В общем, достаточно неплохо я продвинулась по этому изделию, и мне хочется это изделие связать, и я думаю, что получится все, как я задумываю, так и получится. Утро среды. Я приехала в очень отдаленный район города, а за окном дождь, сыро, пасмурно. Когда такая погода, мне все время вспоминается фильм «Гардемарины вперед», когда Боярский говорил: а здесь то дождь, то слякоть. Да, то дождь, то слякоть, унылая пора. Собственно говоря, почему я сюда приехала? Я приехала получать паспорт, наконец-то, свой. Подала я через госуслуги заявление. В МФЦ у меня не получилось, меня не приняли, сказали: мы скоро закончим работать, даже не садитесь, не ждите очередь. И я подала дома через госуслуги. Через 3 дня вот мне нужно было явиться. Но я выбрала день, когда мне удобнее по времени, потому что я не всегда могу. И вот сегодня среда, у меня первая половина дня свободная. И я записана на 9:15. Пойду сейчас получать паспорт. Надеюсь, что это все быстро случится. Ну, паспорт мне, конечно, не удалось сегодня получить. Такая я наивная. Подумала, что сейчас мне все выдадут. Ничего подобного. Я отдала все оригиналы. Мне сказали: хотите, приезжайте сегодня в обед. Я говорю: нет, не могу я сегодня в обед. Я уже работаю. Значит, приеду я сюда в пятницу еще раз утром. Но теперь уже за паспортом. Но сейчас я поеду домой, мне еще будет совсем немножко времени, чтобы хоть что-то продвинуть и повязать. В четверг я решила опять же заняться своим крючковым процессом. И в четверг, и в пятницу я потратила время вот на этот процесс. Пряжа у меня здесь совсем чуть-чуть осталось. Вот просто буквально капелюшечка. Я связала и с той, и с другой стороны у меня связано. То есть здесь я вышла на рукав и уже продвигаюсь. Я не отпаривала. Эти полумотивы так у меня и остались. Но я здесь вот закрыла вязание. Интересно получился. Не знаю, буду ли я сглаживать или так вот оставлю. Я еще подумаю. Здесь можно немножко сгладить, добавляя столбики с одним накидом. Ну, в общем, это я буду уже потом думать, когда нужно будет обрабатывать это изделие. И здесь как бы что? Надо вообще отпарить. Я вот сейчас свяжу эти полумотива. Сниму на камеру вязание полумотива, потому что здесь они нужны. И что я думала? Думала, конечно. И я подбирала разные вариации, если мне с каким-то цветом скомбинировать эту пряжу. Но вначале я хочу обратиться к моим подписчикам, зрителям. А вдруг каким-то чудесным образом у кого-то в запасах лежит вот такая пряжа. Я бы у вас ее купила. Мне нужно вот буквально 2 мотка, чтобы изделие довязать полноценно, не добавляя к нему никакой пряжи. Ну а вдруг такие чудеса случаются. Я еще раз поискала
по разным магазинам, пролистала 3 страницы магазинов с пряжей от Sandnes Garn, но нет, именно такой пряжи нет. Ну и я поняла, что как бы, да, искать бесполезно. Ну что, вот здесь мне полмотива я свяжу. Я на рукаве вот здесь связала вчера вот этот мотив. То есть надо мне еще, не знаю, хватит ли мне 3 мотива сюда и 3 мотива сюда. И все на этом. Ну нет, не хватит, конечно, никакие 3 мотива. Надо сюда 1. Ну, в общем, не знаю. Тут осталась капля в море. Вот, все. А вяжу я в 2 сложения. Так, ну и я решила посмотреть, что может подойти у меня, чтобы сочетать эту пряжу. Пряжа, на которую я надеялась, это белый вспушенный меринос. Вот такой у меня есть вспушенный меринос. Я из него вязала кардиган белая смородина и добавляла как дополнительную нить к другим изделиям. Очень классная ниточка от New Mill Валентина. У меня она в 2 цветах. В белом таком цвете и в жемчужном. Вот платье жемчужное я вязала из этой нити. Тоже классная нить, но она вот здесь неоднородная, у нее есть переходы. Они не очень заметны, они не навязчивые. Ну и что? Цвет отличается. Этот белеет цвет. То есть это будет отличаться. То есть если я вниз даже бы пустила, здесь отличие есть. На подтон. Буквально не намного, но отличие есть. Но я как думала, если мне хватит вот этой пряжи, то на обработку можно было бы пустить, да, то есть на планочке ничего такого бы в этом не было. Ну и что отличалось бы. Но у меня-то как бы достаточно много не хватает. Рукава должны у меня быть, да, довязываться. Ну и я решила, так, давайте вот эту пряжу, говорю, я-ка попробую. И связала мотив. Но я его начала вязать, я его даже не стала заканчивать. Вот этот мотив. И я прикладываю вот сюда. Но для меня это темновато, мне не нравится. И я сразу же, конечно, это отмела. Потом я взяла, у меня есть мохер, у меня много, кстати, мохера, но по фактуре нити абсолютно разные. Мохер будет более воздушный, даже сами мотивы будут по-другому выглядеть. Можно было бы пустить, да, какой-то цвет. Нет, вообще будет абсолютно разная картина. Нужно, чтобы по плотности пряжа совпадала. И у меня есть меринос 100%, очень хороший меринос. Цвета красивый, выбеленный бежевый цвет. Сейчас скажу, это Пичефилати гранита. 100% меринос экстра файн. 750 метров в 100 граммах. Я начала вязать образец, я даже не отрывала нить. Вот этот цвет. И вот он сюда, если сочетать, то уж лучше вот такой вариант. Получится, знаете, кофе-латте с молочной пенкой. И если я не найду такой пряжи, конечно, мне хотелось бы просто белого цвета. Жакетик такой вот мотивами. И мне очень хотелось вот однотонного цвета. Я вообще не очень люблю. Я не вижу как бы в своих изделиях, когда несколько цветов. Ну, бывает, конечно, да, и там сочетаю, и у меня были подобные изделия. Я люблю в ажурных полосках. Для дочки я вязала. Но вот когда вяжется полноценные изделия, мне все-таки нравится, ну, если это не жаккард, чтобы это было связано из одной пряжи, но нет. Тем более, если уж я процесс начала, работа очень кропотливая. Кто вяжет мотивами, вязал мотивами, крючком, тот понимает, что это все не так просто. Это кажется на первый взгляд. Но чтобы их соединить, подстроить, как выходит мотив, на рукав выйти, это не так-то просто. Даже вот здесь вверху, чтобы горловина выглядела.
Поэтому для меня самый приемлемый вариант вот этот. После ВТО, конечно, вот сейчас на данный момент эта пряжа плотнее, чем эта, но в 2 нити будет гораздо толще. В 2 нити я вязать не буду. В одну после ВТО все равно она распушится и будет более такая кардная, так скажем. Это пряжа кардная. И вот такое сочетание, оно меня больше устраивает. Поэтому, скорее всего, да, потому что я, честно сказать, я не надеюсь, что я найду такую пряжу. Поэтому, скорее всего, будет вот такое вот сочетание с таким легким бежевым цветом. Как вы считаете? Напишите мне в комментариях. Больше я ничего не буду добавлять, потому что я понимаю, что будет очень контрастировать. Если я возьму какую-то пряжу, можно, конечно, голубой. Здесь как бы белый-то хорошо сочетается с разными цветами, но мне-то для чего? Я все-таки в своих изделиях хожу на работу, у меня изделия такие более, так скажем, классического типа. Все-таки больше. Вот с этим процессом я работала. Сейчас вот довяжу буквально немножко. И пока тоже, опять же, отложу его на какое-то время. Подожду еще чуть-чуть. А может быть и нет. Посмотрим. Оно, знаете, как вдохновение. То туда, то сюда. Качели. Есть качели. Сегодня пятница, утро. Я получила паспорт. Я сразу вспомнила стихотворение Маяковского. Я достаю из широких штанин, что бы вы думали, паспорт гражданина. Вот. А в паспорте у меня будет вот такая вот фотография. Почему-то мне эти фотографии поднадкусали. Ну, наверное, так нужно было, не знаю. Я здесь в желтой своей кофточке и с янтарными сережками. Вот такая вот красоточка буду. Все, поехала домой. После работы я быстренько заскочила в СДЭК, чтобы забрать посылочку с пряжей, с классной пряжей. Вот как себя порадовать в хмурые дождливые дни? Заказать пряжу по классной цене. Вы так делаете? Сейчас приедем домой, и я вам покажу, что за пряжу я заказала. Что же за пряжу я заказала? Буквально на днях в одной из группы Telegram я увидела пряжу. А до того, как увидеть эту пряжу, я увидела на просторах интернета очень классный кардиган. Я подумала, вот если бы мне связать такой кардиган. На фото цвет красного был такой, как я люблю. Такой, знаете, красный, который уходит в малиновый такой вот цвет. Но я не знаю сейчас, какой я достану. Я пока только разрезала. Значит, пряжа сейчас уже начинает дорожать. И на некоторых сайтах это можно видеть. И если вы видите пряжу классного состава, знаете, что эта пряжа очень хорошая. И что у нее приемлемая цена. Ну что, надо брать. Ну что тут за пряжа? Да-да-да-да. Пряжа. Вот такого красивого цвета. Я сейчас, так как уже вечер, уже темно, я включила свет на камере и, конечно, засвечивает. Цвет очень красивый. Знаете, такой красно-малиновый, красно-вишневый. Что это за пряжа? Это от Zegna Barufa Cashwool, 100% меринос, 1500 метров на 100 граммов. Вообще это очень классный меринос с прекрасным раскрытием. Вообще, кто знает Cashwool, да, это вообще классная пряжа. Ну и фабрика Zegna Barufa тоже очень хорошая. Так, как же мне показать? Я сейчас попробую убрать свет и посмотрим, что будет. Но я думаю, что будет темно. Наверное, надо при дневном освещении снимать. Ну да, а тут вообще такая темная, непонятный цвет.
бордовый какой-то, но он не такой. Ну ладно, пусть будет такой лучше засвеченный. Я заказала 500 граммов, полкило. Вообще у меня была мысль связать себе кардиган. Но не знаю, может быть это будет что-то и другое. Я человек такой. От невероятной мягкости меринос, конечно, очень классный. Я единожды работала с таким артикулом, он мне очень понравился. И процесс васильковый. Я благодарю всех, кто писал в комментариях свои предположения, что же я такое вяжу. Были ли правильные ответы? Были. У 3 человек, 3 человека попали в точку. Я так ненавязчиво говорила вам, я вам даю подсказки. То, что я давно мечтала связать. Платья, юбки я вязала, а вот брюки я не вязала. И я буду вязать себе трикотажный костюм. У меня будут брюки вязаные, и сверху будет джемпер. В прошлом году у своей коллеги я увидела трикотажный костюм. Потом она купила еще один. А я уже, наверное, года 2, если не больше, думаю о том, чтобы связать себе брюки. Это будут брюки типа палаццо. И я уже так достаточно хорошо продвинулась. Вот такого василькового цвета. Этот цвет в тренде, кстати говоря, этой осенью. Но сейчас я вывязала высоту, нужную высоту. Сейчас мне нужно выполнить... В общем, сейчас мне нужно вывязать ластовицу брюк, а потом уже перейти на брючины. Здесь, конечно, вязание просто лицевой гладью. Спицы у меня 3,25, не крупные. Пряжа это меринос с акрилом или с полиамидом. Наверное, с полиамидом. Я ее специально выбирала, потому что мне нужно полотно пластичное, которое держит форму, чтобы я не ходила с пузырчатыми коленками и тому подобное. Поэтому я и выбирала пряжу, которая будет держать форму. Но, конечно, это все я вам расскажу уже потом, когда изделие будет готово. Пока сейчас на данный момент, конечно, есть такие моменты, где вот, когда я росток вывязывала, места видны. Но я думаю, что после ВТО все это и исправится. Пряжа разбухнет, раскроется и будет совершенно другой эффект. Я говорила, что буду начинать еще один новый процесс. Но не начала я в течение недели. В будни мне вообще некогда думать о каких-то новых процессах. Я вяжу то, что, по крайней мере, у меня уже есть. И чтобы хоть как-то снять напряжение и усталость дня. Хотя бы часик-полтора я просто вяжу. А вот уже в выходные, когда у меня есть времени побольше, то здесь я уже больше посвящаю времени вязанию. Но опять же, если есть такая возможность, потому что и не всегда и в выходные есть возможность просто погрузиться в вязание и больше ничего. Есть домашние дела, какие-то другие дела. Все вы это прекрасно понимаете. Ну, воскресенье. У нас сегодня мороз и солнце. Заморозок, солнце светит. Так холодновато чувствуется морозец. 6 дней работай, трудись, делай всякие дела свои, а день 7 Господу Богу твоему. Так гласит одна из заповедей. И по воскресеньям я стараюсь всегда по воскресеньям утром ездить в храм. И вот я сейчас отправляюсь как раз в храм. Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен совсем недавно. Изначально был построен деревянный храм Серафима Саровского. Он так и остается на территории
А это новое строение. И предлагалось прихожанам поучаствовать в строительстве, закладывая именные кирпичики. В нашей семье тоже есть заложены именные кирпичики строительства этого храма. Воскресенье, день отдыхательный, и времени побольше. И я люблю приготовить что-нибудь вкусненькое. И решила на обед сегодня сделать блинчики, фаршированные с мясом. И еще у меня будут блинчики, фаршированные с яйцом. Я люблю с мясом. В общем, взрослые любят с мясом, а младшие любят с яйцом. Пеку и сразу же закручиваю. Фарш у меня из индейки. Я очень часто использую фарш из индейки. Котлеты тоже делаю. Не сочные, но я делаю, чтобы они были сочные, мягкие, воздушные. Вот так быстренько фарш положила и закрутила. И вот такие вот у меня фаршированные блинчики. Я их уже, конечно же, не буду ни обжаривать, ничего. Вот так вот с мясом. Сейчас у меня яйцо сварится, еще с яйцом сделаю. Потому что почему-то дочка с мясом не кушает. А вы любите блинчики? Чем вы своих любите угощать по выходным? Несмотря на то, что как бы у меня не так много времени на вязание на данный момент, но все же я считаю, что вязание я свое хорошо продвинула за эту неделю, очень даже хорошо. И надеюсь, что на следующей неделе у меня обязательно будет готовое изделие. Но я предполагаю, что это, потому что все-таки оно уже половину, ну как, конечно, не половину, тут еще рукава. Но все равно я дошла уже до разделения, а когда разделишь половинки, то, мне кажется, вязание идет быстрее. Но надеюсь, что все пойдет быстрее, несмотря на то, что жаккард будет вязаться обратно поворотными рядами. Но ничего. Так что вот такая моя рабочая вязальная неделя. Продвигается, процессы продвигаются, вяжутся. Хочется мне, конечно, очень хочется вязать. И при каждой свободной минутке, когда у меня выдается такая возможность, я, конечно же, погружаюсь в свое вязание, отдыхаю, релаксирую, чего и вам желаю. Пусть у всех у вас будет побольше свободного времени на любимое хобби. Хорошего вам настроения. Ну а я с вами прощаюсь. Надеюсь, совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.